S8 Pro Ultra. Забудь об уборке реально и точка. Рекламный слоган звучит солидно, да и концепция интересна. Два валика поднимаются во время влажной уборки, распознавание предметов, дополнительный вибросегмент на швабре, ролик в поддоне станции, резервуары для чистой и грязной воды. Это все действительно работает или просто красивые надписи на коробке, чтобы продать подороже? Погоняем робота по стендам и попробуем разобраться. Начинаем с распаковки. Ставим на стол станцию самоочистки, потом изучим ее компоновку. Следом из коробки вылезает робот-пылесос, пандус для парковки на станции, шнур питания с дешевой пластиковой скруткой, запасной мешок, еще один уже установлен в станцию, мануал для новичков и серьезная инструкция на русском языке. Производитель, как обычно, заботится о вашей спине. Представьте, насколько тяжелее была бы коробка, если бы в ней лежали запасные фильтры и щетки. Характеристики Roborock S8 Pro Ultra вывожу на экран. О монструозных 6000 паскалей мы уже говорили в обзоре Roborock S8 Plus. Куда более интересная новая станция навигации. Она называется Reactive 3D и представляет собой доработанный вариант системы Reactive Tech. Производитель ограничился общими фразами в духе «робот достаточно умен, чтобы обходить опасности». Но, судя по всему, внутри темного окна в бампере находится камера структурированного света, как у Roborock Юрева, а по бокам появились линейные лазеры. Они должны улучшать определение мелких препятствий. Проверим эту гипотезу через 5 минут. Также в бампере размещаются зарядные клеммы и боковой датчик для работы вдоль стен. Сзади на корпусе парковочный ролик, парковочный датчик и порт для заправки бачка. Из-под крышки извлекаем пылесборник. Он стандартный, с клапаном для подсоса воздуха и большим HEPA-фильтром, который можно мыть под краном. Лидар с датчиком давления. Перед ним 3 кнопки и аппендикс для детской блокировки. Кнопку локальной уборки убрали, теперь вместо нее загадочная кнопка с каплей. Внимание, вопрос. Для чего нужна эта кнопка? Поразмышляйте и напишите ваши предположения в комментариях, а заодно прожмите кнопки под этим роликом. Ну а теперь правильный ответ. Начинается влажная уборка. Ну что ж, полезное обновление. Но главная инновация у робота внизу. Рабочий блок на первый взгляд такой же, как раньше. Рамка на 2 подвесах обеспечивает плотное прилегание к полу. Выступы — волнорезы, чтобы лучше прочесывать ковры. Хорошо знакомые валики со съемными торцами. Но фишка в том, что S8 Pro Ultra поднимает рабочий блок во время влажной уборки. Подробнее расскажу об этом в разделе «Управление». Высота подъема такая же, как у швабры — 5 мм. Не очень много по сравнению с конкурентами, но контакт с поверхностью уменьшает. Швабру тоже доработали. У нее появился второй вибросегмент, который, по идее, должен повысить качество уборки. К другим особенностям конструкции можно отнести наличие датчика обнаружения ковров, они должны отображаться на карте, и отсутствие зарядных клемм. Остались только посадочные места, а сами клеммы переехали на бампер. Теперь переходим к станции. Первое, что бросается в глаза – ее габариты. Вот они в списке характеристик. Высота на 11 сантиметров меньше, чем у станции Кюрева, зато больше ширина и глубина. При этом у Кюрева адские резервуары по 5 литров, а у S8 Pro Ultra стандартные 2,5-3. Некоторые из подписчиков телеграм-канала BestRobot, кстати, не забудьте на него подписаться, пишут, что небольшие контейнеры — это даже хорошо, поскольку вода в них не успевает заваниваться. Но я думаю, если запускать пылесос каждый день с полосканием салфетки после каждой комнаты, проблемы с запахом быть не должно, потому что даже в большом бачке вода будет регулярно обновляться. А вы как считаете? В отдельном отсеке под крышкой размещается мешок. Как всегда, качественный, с пластиковым хлястиком. Быстро вынимается, быстро устанавливается. Установка пандуса тоже простая. Поставить в разъем и нажать до щелчка. Схема работы такая. Вначале пылесос заезжает на станцию задом, доливает воду в бачок и прочищает микрофибру щетинистым роллером. Он ходит по направляющей из стороны в сторону. Грязная вода попадает в углубление под роликом, проходит через сетку и лишь затем попадает в большой поддон. Такая себе система фильтрации. Грязи в поддон попадает меньше, но все-таки его придется время от времени мыть, и делать это не очень удобно. Во-первых, он несъемный. Во-вторых, чтобы вытереть под моющей платформой, нужно прокрутить ролик и передвинуть ее. А это не самый быстрый процесс.
Зато хотя бы сам ролик можно снять для обслуживания. После полоскания салфетки пылесос выезжает со станции, разворачивается и заезжает передом. Клеммы станции стыкуются с клеммами в бампере робота. Выгрузка мусора происходит через раструб с валиками. Вот почему в пандусе такое большое отверстие. При этом воздуховод узкий. Неизвестно, пролезет ли в него наполнитель. Дополнительный канал сверху предназначен для сушки салфетки. Отсюда выходит теплый воздух и обдувает швабру через прорези в пандусе. На задней стенке станции сделали кабель-канал, куда можно смотать излишки шнура. Под заглушкой сервисный разъем, а вот разъемов для подключения к инженерным сетям не предусмотрели. При желании на Али можно взять универсальный комплект для подключения, но выглядит он так себе. Стоит прилично и как влияет на гарантию, неизвестно. В целом, мне понравилось, как пылесос сделан и как он выглядит. Особенно хочу отметить преимущество белой крышки. Она не собирает пыль и отпечатки и всегда выглядит как новенькая. Для управления используем фирменное приложение Roborock. Скачиваем, регистрируемся, вводим данные сети, ждем и сразу обновляем прошивку. Все просто и через российский регион. После построения карты открывается полный арсенал настроек, которые вы видите на экране. Подробнее о каждой функции расскажу в статье на сайте, а здесь только о самом интересном. В приложении можно выбрать режимы раздельной и смешанной уборки, режим мыть, режим пылесосить и общая уборка, где робот делает все сразу. В общем, ничего нового, но фишка заключается в том, что в режиме мыть Roborock S8 Pro Ultra поднимает валики, чтобы они не касались пола. Алгоритм срабатывает по умолчанию и отменить его нельзя. Вторая особенность – отображение объектов. Если вы увидели на карте подозрительные темные пятна, не спешите бросать в окно кота. Просто робот так видит ковры. Не очень четко, но очертания можно навести в специальном редакторе. Работу с коврами можно детально настроить. Пылесос может очищать их до и после основной уборки. Причем оба этих параметра можно активировать одновременно. Есть алгоритм объезда ковра, подъем швабры и вибрация на ковре. Для влажной уборки тоже предусмотрели несколько режимов, из которых особого внимания заслуживает режим «Тщательная плюс», в котором робот снижает скорость движения и обрабатывает поверхность плотными зигзагами. Также к преимуществам приложения Roborock S8 Pro Ultra можно отнести плавную настройку полоскания салфетки от 10 до 50 минут. Функционал приложения максимальный. Не хватает разве что регулировки скорости движения во время сухой уборки. Еще с учетом технических возможностей напрашивается идентификация луж на полу, чтобы пылесос замечал разлитые жидкости и поднимал на них валики, но такую функцию пока не реализовали. Интеркома и патрулирования дома тоже у этой модели нет. Объясняется тем, что вместо привычной экшн-камеры у Roborock S8 Pro Ultra камера структурированного света, которая такую возможность не поддерживает. Зато у нее есть свои преимущества. Во-первых, в сочетании с линейными лазерами она работает очень эффективно. В процессе тестирования пылесос успешно обошел все опасные препятствия, причем с дифференцированным подходом. Провода и экскременты объехал на безопасном расстоянии. Кроссовку и цветочные горшки обмел вплотную. 7 из 9 предметов распознал и отметил соответствующим значком на карте. Черный горшок обозначил конусом. Понял, что объект, но не разобрался, какой именно. Белый горшок пылесос почему-то определил как ножку мебели, но принципиального влияния на результат это не оказало. На текущий момент это лучшее распознавание предметов среди всех роботов, что побывали в лаборатории Best Robot. Второе преимущество камеры структурированного света – независимость от освещения. Даже в полной темноте пылесос справился со всеми заданиями, обошел маленький сюрприз и распознал все, кроме горшков. С такими результатами у робота, конечно, не возникло проблем с уборкой в комнате. S8 Pro Ultra аккуратно прошел вдоль периметра, объехал шторы, рассчитал расстояние до плинтуса, черного или белого, без разницы. Сушилку заметил и обмел без борьбы с трубчатым основанием. Одна из ножек почему-то напомнила роботу кроссовку. Пользы от этого никакой, зато мы узнали, что у Roborock S8 Pro Ultra богатый внутренний мир. Отмечаем это лайком и подписываемся, чтобы не пропустить момент, когда в базе данных предметов появится сушилка для одежды. Черный коврик убрал и отметил на карте. Ножки стола увидел издалека, притормозил и обмел вокруг каждой, как и вокруг коробки. Пороги переезжают спокойно, даже 2-сантиметровые. Датчики поверхности четко выполняют свою работу и не пускают робота со стола. В многоуровневом доме пылесос не будет спускаться с лестницы. В большой квартире тоже чувствует себя комфортно. Убирает комнату за комнатой согласно утвержденному плану и соблюдает установленные ограничения. На максималках отработал 103 минуты, убрал 109 квадратов, а когда заряд опустился до 20%, поехал на базу. При необходимости возобновляют уборку после подзарядки. Вот что пылесос собрал, катаясь по квартире. Здесь как минимум половина кота плюс всякая мелочевка.
Проверим шумоизоляцию. На минималках прибор фиксирует 55 дБ. На максимальной мощности 70. В плане шума все стандартно. А вот сила всасывания S8 Pro Ultra меня удивила. Обычный Roborock S8 с тем же рабочим блоком и теми же 6000 паскалей точечно справлялся с 2-миллиметровой щелью. Roborock Q8 Max с новым полисборником и 5500 паскаль всплошную зачистил 2 мм и в одной точке даже 4 мм вытянул. Но тестируемый пылесос, несмотря на многозначительные Pro и Ultra в названии, не зачистил вообще ничего. 2-миллиметровая щель как новенькая. Спасибо, конечно, теперь не нужно готовить стенд для следующего пылесоса, но все-таки я рассчитывал на большее. При этом столь удручающий результат со щелями почти не отразился на показателях уборки. Валики-экстракторы знают свое дело. С первого прохода они загребают основную массу мусора на ламинате, а со второго улучшают результат до 98%. Отдельные соринки остались в разных частях стенда и еще немного в углах, откуда пылесос не может их достать из-за своей круглой формы. Торцевушка работает хорошо, вдоль стен почти чисто. Та же самая картина на ковролине. Собрал основное, подчистил хвосты 98%. В середине стенда остался единственный фрагмент хлопьев, зато по краям соринок чуть больше. Это нормальная ситуация, особенно для мягкой торцевой щетки. С песком ожидаемо возникли проблемы. Валики не могут его подобрать, а силы всасывания не хватает. Как пылесос не старался, на стыках, в углах и по всей площади остались песчинки. Результат 93%. Поверхность среднего ковра зачистил хорошо, как и другие робороки с двумя валиками. Из глубины ворса мусор не вытягивает, но результат достойный – 83%. В целом, у Roborock S8 Pro Ultra на удивление хорошее качество сухой уборки. Неспособность затягивать мусор компенсируется способностью загребать его. Валики по итогу тестов чистые. Волосы намотались только на торцы, очистить которые не составляет труда. Скорость и эффективность влажной уборки зависит от выбранного режима. Обычно пылесос успевает промыть 1,3 квадрата в минуту, а в режиме «Тщательная плюс» только 0,6 квадрата. Тестирование проходило именно в этом режиме. Вот как он выглядит по сравнению с обычным. С кофейными пятнами робот справляется за пару проходов. Еще 2 прохода понадобилось, чтобы улучшить результат вдоль стен, но все равно от 7 до 15 сантиметров по краям остались непромытыми. Чуть хуже, чем у аналогов с мопами. Пятна сока дались роботу с трудом. С первой попытки он лишь слегка размазал их, со второй оттер посередине, но края остались нетронутыми. Не идеально, но адские тесты все-таки стоит попробовать. Первый из них – грязь на полу. Сначала S8 Pro Ultra убрал комки земли и, если можно так сказать, счесал рельеф с этой страшной картины. Затем начал размачивать и собирать присохшую грязь, потом отмывать начисто. В конечном итоге на решение поставленной задачи потребовалось 7 проходов. Не сказать, что стенд белоснежный, но с учетом начального состояния результат засчитываем. Второй тест. Присохший кетчуп. S8 Pro Ultra частично собрал, частично размазал пятна. Затем совершал еще несколько подходов с промежуточной самоочисткой, но до конца отмыть стенд не удалось. Остались и пятна, и разводы. По итогу особых преимуществ от дополнительного вибросегмента я не обнаружил. Вытирает так же, как Roborock 7 серии. Думаю, эти полумеры бесполезны. Нужна либо вибрация всей площадью, как у Hobot Ligi D8, либо мопы, как у Roborock Q-Revo. Интересно, как будет оснащен Roborock S9? Когда компания его представит, обязательно выложу презентацию в телеграм-канал Best Robot. Не забудьте на него подписаться. А пока проверим, как Roborock S8 Pro Ultra приводит себя в порядок. После кофе салфетка выглядит светло-коричневой, неравномерно окрашенной. Робот возвращается в гараж, станция говорит: Начинаю промывать салфетку. После чего начинается процесс самоочистки. Сначала блендер, потом сигнал и, как всегда, смывной бачок. Цикл самоочистки повторяется в течение 4 минут, после чего мы получаем на первый взгляд совершенно чистую салфетку. Это ложное впечатление. Просто на серой микрофибре не так видна грязь, но ее удалось обнаружить при стирке в раковине. После сока окрасилась только левая сторона салфетки, правая практически чистая. Отправляю робота на станцию, и пока идет самоочистка, расскажу о скучных цифрах.
В отличие от Roborock Cureva, режимы промывания салфетки здесь работают. В режиме экономии на одно полоскание станция расходует 100 мл, в сбалансированном 150, в глубоком 250. Одно полоскание происходит перед началом уборки и далее после каждого цикла с выбранной периодичностью. Плюс немного воды станция доливает в бачок пылесоса. Таким образом, если выбрать глубокое полоскание через каждые 10 квадратов, получится, что 3-литрового бачка хватит на 90 квадратов. Ну что ж, станция завершила работу. Смотрим результат. Загрязнение было незначительным и станция справилась хорошо. В раковине удалось намыть совсем немного грязи. Кадры салфетки после земляного теста не сохранились, но выглядела она примерно как на скриншоте. Визуально станция почистила салфетку хорошо, осталось немного грязи только у переднего края, но в раковине с моющим средством удалось добиться большего. Вода прямо коричневая. Кетчупом салфетка забилась ровно наполовину, вторая половина почти чистая. С чем связано неравномерное прилегание к полу, сказать сложно, но в этом однозначно одна из причин низкой эффективности швабры. Сама чистка вернула микрофибре человеческий вид, хотя местами волокна окрасились. Что-то удалось отстирать руками, с остальным, надеюсь, справится стиральная машина. Чтобы было понятно, насколько суровое испытание прошел пылесос, я заснял док-станцию. Пандус нужно отмывать в раковине, а сам поддон гораздо чище, чем можно было ожидать. Вытру его тряпочкой, а сетку промою под краном. При уборке в бытовых условиях пылесос с таким ужасом обычно не сталкивается. С текущими задачами станция справится. Нужно будет только раз в неделю стирать салфетку. А как обстоят дела с самоочисткой пылесборника? Проверим, что будет с мусором, собранным в доме. Станция гудит в течение 30 секунд, уровень шума до 85 дБ. Немного громче, чем у аналогов. Вынимаем контейнер, от мусора не осталось и следа. С семечками результат тот же самый. Станция вытягивает все без остатка. Конечно, столько песка пылесос не соберет никогда в жизни, но если что, станция готова, вытягивает полностью. Смесь риса и гороха вызвала определенное затруднение. До 10% осталось в контейнере. И это неплохой результат. Чего не скажешь о наполнителе. Станция собрала только половину. То, что крупные соринки в принципе проходят через воздуховод, уже неплохо. У меня были сомнения на этот счет. А вот с кошачьей шерстью проблем нет. Вытягивает все. В целом, станция S8 Pro Ultra самая эффективная в линейке станции Roborock с выгрузкой через раструб. Для бытовых условий ее возможностей более чем достаточно. Подведем итоги. Roborock S8 Pro Ultra может похвастать фирменным качеством и крутой навигацией. Пылесос получился по-настоящему умным. Он объезжает сюрпризы животных даже в темноте. Качество мытья пола такое же, как у других Roborock'ов с виброшваброй. Качество сухой уборки топовое, но с очисткой щелей пылесос не справляется. Волосы и мусор собирает, но пыль остается в ковре. Другие недостатки этой модели связаны с ее моральным устареванием. В январе 2023 года Roborock S8 Pro Ultra выглядел представительно, но за прошедший год у него появились серьезные конкуренты, например, Dreamy L20 Ultra. Согласно системе оценки Best Robot, Roborock S8 Pro Ultra набрал 104 балла и занял 3-е место в all-time рейтинге. Пылесос подойдет для больших квартир с кошками и коврами, но только без собак, которые таскают с улицы песок. В телеграм-канале выложу детальное сравнение S8 Pro Ultra с обычным S8 Plus из Cureva. Так что рекомендую туда заглянуть. А пока и до новых встреч! Возвращаюсь к зарядному блоку.